Россия заявляет об уничтожении украинского F-16. В Польше искали российский военный дрон, а Курская операция может быть лишь символическим изменением на линии фронта. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Российские пропагандисты устраивают истерику. Им не нравится то положение, в котором оказалась Россия. Как изменится ситуация на поле боя в ближайшее время? Хотя говорили, что все нормально и так далее. Арматы нету, этого нету, того нету. В России заявляют, что в результате атаки по Украине войска РФ могли уничтожить ангары с F-16. Как и где Украина прячет западные истребители и что известно о тактике? Украина готова к абсолютно любым атакам со стороны Российской Федерации. В Беларуси требуют признать полк Костуся-Калиновского, который воюет на стороне ВСУ, террористической организацией. Чего боится Лукашенко? Друзья, доброе утро. Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Оставляйте свои комментарии и спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начнем. Переломного момента на поле боя в Украине ожидать не стоит. В этом уверен премьер-министр Чехии Петр Фиала. Он говорит, что спецоперация ВСУ в Курской области является, цитата, «символическим изменением», но глобальных изменений не будет. Мы не ожидаем каких-то значительных изменений на поле боя, хотя, конечно, нынешние маневры украинских войск на российской территории являются определенным символическим изменением. Но фактически мы вынуждены признать, что ожидать серьезного перелома в конфликте сейчас не приходится. Чешский премьер уверен, что Путин не потерял волю к завоеваниям и поэтому в интересах Чехии помогать Украине в сдерживании оккупантов. О том, действительно ли не стоит ожидать изменений на поле боя в ближайшее время, мы поговорили с военно-политическим обозревателем группы «Информационное сопротивление» Александром Коваленко. Да, действительно, я соглашусь с тем, что каких-то критических таких сейчас изменений неожиданных в зоне боевых действий не происходит. Что я имею в виду? То есть все достаточно предсказуемо, ожидаемо. Самая интенсивная локация ведения боевых действий – это Торецко-Покровское направление. То есть россияне там ожидаемо наступают. Они продолжают поступательно, пошагово, но все-таки двигаться и развивать свое наступление. Остальная часть линии боестолкновений, она стагнирует. Российские оккупационные войска не могут там интенсивно наступать. Это какие-то поодиночные стычки. Силы обороны Украины находятся в глубокой обороне и занимаются истощением противника таким образом. А в свою очередь украинские войска зашли в Курскую область и продолжают расширять там зону своего контроля. Не так стремительно, как это было первые дни, и это ожидаемо, что через какой-то период по мере увеличения площади контролируемой снизится и темп, интенсивность ее расширения, но в целом это аналогично ожидаемо. В то же время о ситуации в Курской области рассказывают украинские военные, которые контролируют часть российских территорий. Говорят, что РФ сбрасывает управляемые авиабомбы на Судженский район, то есть бьет по своим же территориям. В частности, в ВСУ показали, как выглядит ледовая арена, по которой ударили россияне. В нем не было никого, вот он догорает. Что за люди вообще? Где ж дети потом будут играть в хоккей? Тем временем российские пропагандисты не выдерживают и открыто говорят о том, в каком положении оказалась РФ после того, как Путин начал свою так называемую спецоперацию. А по итогу, когда все началось, матери и старушки в тылу должны на фронт посылать там носки и, в общем, скидываться всем миром на беспилотники. Хотя говорили, что все нормально и так далее. Арматы нету, этого нету, того нету. И фактически по ходу боевых действий в необъявленной войне, что война не объявлена, нет даже Государственного комитета обороны, нет непонятен статус даже правовой многих действий. Вот здесь вот на территории, где СВО объявлено, значит, там есть определенный статус, да, на территории областей. Президент дал приказ там действовать, помогать. А на территории Курской области только сейчас был объявлен антитеррористический, значит, этот самый
режим контртеррористической операции, которую даже не армия руководит, ей руководит ФСБ. Российские авиабазы были атакованы не менее 40 раз с начала 2024 года. Об этом говорится в отчете украинского сообщества осинт-аналитиков Мальфар. 35 атак было совершено по аэродромам, которые находятся непосредственно на территории России, и еще по 5 в Крыму. Осинт-аналитики говорят, что большая часть этих ударов – это результаты спецоперации украинской разведки. Атаковала аэродромы и служба безопасности Украины, а также силы обороны Украины, силы спецопераций, а также военно-морские силы. Напомню, что в августе украинские дроны смогли уничтожить сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31 и 2 транспортных самолета Ил-76 на российском аэродроме Саваслейка. Кроме того, в Украине после массированного ракетного обстрела со стороны России, который произошел 26 августа, заявили, что Киев готовит ответ РФ. И этот ответ будет нанесен оружием украинского производства, уверяет министр обороны Рустем Умеров. В Латвии уже на следующей неделе стартуют масштабные государственные военные учения, которые продлятся больше месяца. Участие в них примут порядка 11 тысяч военных страны, а также силы союзников. В частности, военные США, Эстонии и Литвы, многонациональные боевые группы НАТО, входящие в состав механизированной пехотной бригады сухопутных войск, также многонациональные бригады штаба НАТО в Латвии, подразделения интеграции сил НАТО в Латвии и командование вооруженных сил Канады в этой же стране. Кроме того, в Минобороны страны заявили, что ожидают того момента, когда Украина станет новым членом Североатлантического альянса. Должны быть четкие границы между странами, которые стоят на стороне демократии, а какие нет. У нас нет сомнений, что Украина должна быть частью ЕС и НАТО, 33-м членом альянса. Да, есть путь, который еще предстоит преодолеть. Как уже было сказано в декларации НАТО на Вашингтонском саммите, все произойдет, когда условия позволят и союзники согласятся. Латвия поддерживает членство Украины в НАТО, но по этому вопросу есть диалог между частью членов Альянса. Генпрокуратура Лукашенко просит признать полк Костуся-Калиновского, который воюет на стороне ВСУ, террористической организацией. Соответствующее заявление уже направил генпрокурор швед в Верховный суд Беларуси. В Минске уточняют, что решили пойти на такой шаг после того, как получили предложение со стороны КГБ. Лукашисты говорят, что полк Калиновского вербует белорусов за рубежом, особенно тех, кто негативно относится к Лукашенко и Путину, чтобы использовать этих людей в своих целях. Внимание, далее цитата: «для захвата власти в Республике Беларусь вооруженным путем». На официальной же странице полка в середине августа было опубликовано такое сообщение. Белорусы будут мстить. По словам исследователей, осталось только 16% белорусов, чье окружение не сталкивалось с репрессивными методами давления власти и силовиков. А это значит, что все больше белорусов чувствуют необходимость мести за несправедливость и унижение. А мы верим, что придет их время. А пока добровольцы полка Калиновского приближают это время на поле боя с кремлевским режимом. Отмечу, что в Беларуси признают экстремистами и террористами всех, кто не согласен с режимом Лукашенко и посмел сказать или же написать хоть одно кривое слово в его адрес. А как вы считаете, каким должен быть конец правления Лукашенко? Напишите, пожалуйста, об этом в наших комментариях. В Москве придумали очередной фейк об уничтожении самолета F-16 на территории Украины. Российские пропагандисты заявляют, что ударить по истребителям удалось во время массированного ракетного обстрела 26 августа. Кроме того, россияне заявляют, что уничтожить самолеты им помог якобы сам командующий воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук. По версии Роспропаганды, за сутки до удара он опубликовал видео с западными истребителями, а российские специалисты смогли по этим кадрам определить, где же их прячут. Именно якобы благодаря этому видео российская сторона вычислила, что F-16 прячут на аэродроме в Ивано-Франковской области, на западе Украины. Напомню, что россияне начали заявлять об уничтожении F-16 еще тогда, когда самолеты не были доставлены в Украину. С военно-политическим обозревателем мы поговорили о том, как Киев прячет западные истребители с учетом того, что РФ действительно на них охотится. Но я хочу отметить, что в рамках мер безопасности на любом аэродроме, где размещается авиация, в обязательном порядке всегда есть дежурные пилоты.
которые в случае воздушной тревоги, в случае нанесения ракетных ударов просто поднимают авиацию в воздух до момента завершения ракетных ударов, чтобы ее обезопасить. Аналогично делают, кстати, и российские пилоты по территории Российской Федерации, когда осуществляются налеты на аэродромы, и только когда не хватает пилотов, вот тогда, конечно, для них возникает патовая ситуация. В Украине я более чем уверен, что такой формат дежурства, он является круглосуточным. Украина готова к абсолютно любым атакам со стороны Российской Федерации. И это касается не только комбинированных ракетных атак, и дроновых, и так далее. То есть рассмотрены абсолютно все сценарии, которые бы использовались для обеспечения максимальной безопасности самолетам F-16 и не только F-16. В Польше тем временем проводят расследование из-за последней атаки россиян. Она, как уже известно, непосредственно коснулась Польши. Воздушное пространство было нарушено, вероятно, военным дроном РФ, и он не был сбит, несмотря на то, что Варшава поднимала свою боевую авиацию. И обсервировали ten объект, очевидно. Мы наблюдали этот объект. Конечно, туда были направлены все средства, такие как дежурные вертолетные пары, для идентификации этого объекта. Оперативный командир уже был наготове, чтобы дать разрешение на сбитие этого объекта. Тем не менее, отсутствовал один фактор, а именно визуализация, визуальная идентификация этого объекта, которая должна быть выполнена в таких случаях. По закону в мирное время должна быть идентификация, а также визуальное подтверждение того, не является ли это каким-то гражданским объектом, чтобы не допустить ошибки и не сбить гражданский объект. Поэтому мы ждали этой визуализации. К сожалению, погода сделала эту визуализацию невозможной. Niestety pogoda uniemożliwiła tą wizualizację. Во Франции впервые отреагировали на арест Дурова. Сделал это президент страны Эммануэль Макрон на своей странице в сети X. Он уверяет, что арест Дурова – это не политическое решение. Все произошло в рамках судебного расследования. И теперь судьбой основателя Telegram должны заниматься судьи. Я читаю здесь ложную информацию о Франции после ареста Павла Дурова. Франция больше всего привязана к свободе выражения мнений и коммуникации, инновациям и предпринимательству. Так и останется. В условиях верховенства закона в социальных сетях, как и в реальной жизни, свобода реализуется в рамках, установленных законом для защиты граждан и уважения их основных прав. Дурова задержали, напомню, в аэропорту Ле-Бурже еще в субботу, 24 августа. Во Франции заявили, что он остается под стражей. Сейчас ведется расследование Национальным отделом по борьбе с киберпреступностью и Нацуправлением по борьбе с мошенничеством. Кроме всего, Дуров обвиняется в отказе сотрудничать со следствием по вопросам кибер- и финансовых преступлений. Друзья, спасибо вам за поддержку, вы наша опора. И напомню, что ваша помощь и участие помогает нам делать работу и видеться с вами каждый день. Постоянных донаторов и их комментарии вы видите сейчас на экране, и мы благодарны за эту поддержку. Если же вы хотите присоединиться к их числу, то нажимайте на кнопку «Спасибо» под нашим роликом, отправляйте свой донат или становитесь постоянным спонсором нашего канала. Мы с командой продолжаем следить за самыми важными новостями, оперативную информацию от Нехта ищите, как всегда, в наших телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.